Мощный удар по Украине. США предупредили заранее. Американское посольство в Киеве сообщило о возможной массированной атаке со стороны России. Похожее заявление уже звучало в прошлом году, тогда, за день до удара по Днепру с применением комплекса «Орешник». Подробности. Западные лидеры обсуждают выдвижение жесткого требования к Путину. Возможен ли временный, односторонний режим прекращения огня со стороны Украины на месяц? И каковы последствия, если Москва не примет условия? Официальная позиция офиса Зеленского. Обострение конфликта между Венгрией и Украиной вылилось в дипломатический скандал. Приветствуем всех! Вы на канале ProTech, где мы обсуждаем мировые события кратко, четко и без лишнего. Если у вас есть мнение, обязательно делитесь им в комментариях и отвечайте на вопросы в видео. Начинаем. Первый сюжет – ситуация в одном из самых напряженных регионов мира. Эскалация между Индией и Пакистаном, что может сыграть на руку Китаю. Пекин внимательно наблюдает за применением в боевых действиях оружия китайского производства, которое годами поставлялось Исламабаду. Уже есть информация, что в воздушной схватке с индийскими ВВС Пакистану удалось сбить до 5 самолетов. Индия признала потерю 3. В небе над регионом сошлись французские Рафаэль и китайские J-10C. Мировые СМИ отмечают, внимание приковано не только к линии фронта, но и к качеству вооружений из КНР. Впервые за десятилетия продукция китайского ВПК проходит проверку в условиях реального конфликта. Это может стать переломным моментом для Пекина. На фоне успешных применений J-10C акции китайских производителей выросли на 40% всего за неделю. Инвесторы и военные эксперты восприняли это как сигнал. Китай входит в игру как серьезный поставщик современного оружия. КНР, вложившая миллиарды в развитие военной отрасли, получила возможность испытать свои технологии в действии. Особенно это касается систем ПВО, ракет и авиации. Именно они составляют основу китайских поставок в Пакистан в рамках стратегического партнерства. По данным CNN, за последние 5 лет Пекин обеспечил более 80% всех военных поставок Исламабаду, включая J-10C, ракеты ПЛ-15, системы РЛС и ЗРК Ху-9Б. Теперь все это испытывается на практике, в боях против западной техники, включая американские F-16 и французские Рафаэль. Китай пока не делает официальных заявлений. Но в Пекине внимательно следят за происходящим. Для Си Цзиньпина это шанс продемонстрировать, что китайские военные технологии не уступают, а возможно и превосходят западные аналоги. Теперь к дипломатическому конфликту между Украиной и Венгрией. Будапешт объявил о высылке 2 украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Он также обвинил украинскую сторону в информационных атаках против венгров и подчеркнул, что Будапешт больше не намерен это терпеть. Эти заявления прозвучали вскоре после того, как Киев также обвинил Венгрию в разведывательной деятельности. Сначала фрагмент заявления Сиярто. Петер Сиярто – министр иностранных дел Венгрии. Более того, венгерский народ должен решить, готова ли Украина к членству в ЕС. Мы не станем молчать, когда на нас льются обвинения. Именно поэтому мы высылаем из страны 2 украинских сотрудников посольства, которых подозреваем в работе под прикрытием. Это решение было передано украинскому послу в МИД Венгрии. В ответ Украина выдворяет венгерских дипломатов. Им дается 48 часов на выезд. Андрей Сибига, представитель МИД Украины. Сегодня мы вручили венгерскому послу соответствующую ноту. 2 венгерских дипломата обязаны покинуть страну в течение 2 суток. Наши действия – ответ на шаги Венгрии. Мы руководствуемся принципом взаимности и национальными интересами. Отношения между странами и ранее были напряженными. Но ситуация обострилась после того, как 9 мая СБУ сообщила о ликвидации первой венгерской разведсети на украинской территории. По утверждению спецслужбы, речь идет не о случайной утечке, а о спланированной операции в Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство. Целью шпионов было получение информации о передвижениях ВСУ, ПВО, настроениях местных жителей и готовности к возможному вторжению. Тем временем, как сообщает Reuters, обсуждается идея 30-дневного перемирия между Украиной и РФ. Инициатива уже близка к завершению. Обсуждается вопрос, стоит ли Киеву в одностороннем порядке объявить о прекращении огня или предоставить России возможность откликнуться официально. В случае отказа последуют новые санкции. Подробности пока не разглашаются. Накануне новый канцлер Германии заявил, что мирное соглашение
может быть достигнуто уже в ближайшие дни. Фридрих Мерц, канцлер Германии. Сейчас все зависит от Москвы. Именно там примут решение, возможна ли пауза в боевых действиях, начиная с ближайших выходных. Подобное же заявление прозвучало и из Киева. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что при отказе Москвы от условий перемирия последует ужесточение санкций. Андрей Ермак: сейчас мы определяем конкретные сроки. Если Россия отвергнет предложение, начнется фаза давления, в том числе через жесткие санкции. Документ уже готов в Конгрессе США. Украина занимает проактивную позицию. Я уверен, что процесс будет продвигаться. На фоне этих событий американское посольство в Киеве опубликовало тревожное предупреждение. США сообщают о вероятной воздушной атаке со стороны России в ближайшие дни. Гражданам США в Украине рекомендовано найти укрытие, не игнорировать сигналы тревоги и подготовить запасы еды, воды и медикаментов. По данным посольства, в ближайшее время может последовать массированный авиаудар. Американские дипломаты призывают быть готовыми действовать незамедлительно в случае тревоги. Такие предупреждения появляются крайне редко. Интересно, что подобное сообщение появилось 20 ноября 2024 года, за сутки до удара по Днепру с применением орешника. Совпадение ли это, пока не ясно. Однако стоит отметить, что в российских медиа перед 9 мая активно распространялись сведения о возможном повторном применении этого оружия. В завершение, как всегда, интересно ваше мнение. Как вы оцениваете напряжение между Украиной и Венгрией? Почему именно сейчас всплыли эти обвинения? И насколько серьезным вы считаете предупреждение США о возможной атаке? Пишите свои мысли в комментариях. Смотрите другие выпуски, все собрано в одном плейлисте. До новых встреч!